Привет, друзья! Сегодня в Германии день больших изменений. Начну с самого заметного. Deutschland Ticket продлили, внимание, до 2030 года, но с января цена вырастет. Власти обещают сохранить льготы, но платить все же придется больше. Тем временем в Центральной Германии готовятся к запуску новой эры транспорта. Десятки современных поездов заменят старые, а первые составы выйдут уже через 2 года. В это же время министр обороны Борис Писториус объявил о реформе руководства в армии. Она должна сделать силы быстрее и гибче. А в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен удивила партнеров новым подходом к климатическим целям, вызвав горячие споры. И это еще не все. TikTok в Германии завершил громкий трудовой спор, а в Китае впервые за полгода упал экспорт. Сигнал для мировой экономики. Обо всех этих последних новостях часа расскажу буквально за пару минут. Итак, в Германии продлен специальный тариф на общественный транспорт Deutschland Ticket. Внимание, до 2030 года, но уже с новым ценником. С 1 января 2026 года месячный абонемент подорожает с 58 до 63 евро. Чтобы сохранить тариф на льготных условиях, федеральное правительство Мерца и земли Германии будут ежегодно выделять по 1,5 миллиарда евро из бюджета. После 2027 года, внимание, цена абонемента будет регулироваться по индексу, который учитывает рост зарплат и цен на энергоносители. Таким образом, популярный билет остается на плаву, но пользователям предстоит платить больше. Следующая новость одна из самых важных для тех, кто часто передвигается по Германии. В Центральной Германии наступает новая эра общественного транспорта. В регионе вокруг Лейпцига и Галля будет закуплено 75 современных поездов на общую сумму примерно 500 миллионов евро. По заказу крупнейшего производителя железнодорожной техники в Германии для сети городской и пригородной электрички выбраны модели семейства Mireo, среди которых есть полностью аккумуляторные поезда, способные ходить даже по неэлектрифицированным участкам. Инновации ожидают пассажиров уже с декабря 2026 года. Новые составы предложат до 200 сидящих мест, расширенные зоны для велосипедов и семейные салоны, бесплатный Wi-Fi и полностью безбарьерный доступ. Заказ стал крупнейшим в истории платформы Mireo, такой объем еще не был реализован. Это решение – часть широкой программы модернизации регионального транспорта, призванного повысить комфорт, надежность и экологичность поездок. Следующая новость связана с обсуждением нового курса в Германии. В Германии начинается масштабное переосмысление руководящего стиля в оборонных структурах страны. По инициативе министра обороны Бориса Писториуса вводится новая культура лидерства, более современная, энергичная и ориентирована на эффективность. Суть изменений – сокращение бюрократии, упрощение цепочек командования и повышение прозрачности ответственности. Новая модель предусматривает четкое разграничение задач, чтобы каждый руководитель знал, за что он отвечает и когда. Писториус подчеркивает, вооруженные силы должны быть готовы действовать и оперативно реагировать, в отдельных случаях с учетом крупных совместных учений и международных миссий Германии. Новая стратегия включает усиление подготовки кадров, повышение требований к лидерам подразделений и внедрение показателей, которые будут учитывать при оценке работы командования. По его словам, прежние управленческие подходы уже не соответствуют современным требованиям и вызовам в сфере обороны. Изменения затронут как высшее командование, так и офицерский состав на разных уровнях, а также коммунальные и логистические службы, поскольку цель сделать армию гибкой, эффективной и прозрачной. Новая культура управления начинает внедряться уже сейчас. Это важный шаг в формировании вооруженных сил. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, прилетела в Бразилию накануне крупного климатического саммита и привезла не твердую дорожную карту, а компромисс, который многие воспринимают как ослабление целей Европейского Союза. По согласованию стран-членов целевой показатель по сокращению выбросов к 2040 году формально сохранен, но до 5% требуемого снижения теперь разрешается компенсировать за счет внешних сделок с третьими странами. Кроме того, включение топлива в систему торговли выбросами перенесено на 2028 год, что дает промышленности больше времени на адаптацию.
Критики считают это спорным решением. Представители зеленых и часть экологических организаций отмечают, что новая якобы гибкость может снизить первоначальный уровень климатических амбиций Европы. В ответ фон дер Ляйен подчеркивает прагматизм. Еврокомиссия, по ее словам, ищет баланс между климатическими обязательствами и экономической реальностью. Эта поездка в Брюссель показывает, на бумаге цели остаются, но путь к ним становится мягче. И именно это изменение станет главным предметом дискуссии на международной сцене. И это только начало. В Берлине завершилось продолжительное обсуждение трудового соглашения в немецком офисе компании TikTok. После нескольких недель переговоров руководство компании, профсоюз работников связи и медиа, Верди и рабочий совет достигли все-таки соглашения. Речь идет о примерно 150 сотрудников, которые занимались проверкой контента. Компания решила закрыть часть подразделений и передать часть функций за границу. В результате было утверждено соглашение о компенсациях. Внимание! Каждому сотруднику выплатят не менее 17 тысяч евро, а размер выплат будет зависеть от стажа. Для родителей и работников с инвалидностью предусмотрены дополнительные надбавки. Тем, кто живет в Германии на основании трудового договора, продлили срок увольнения, чтобы у них было больше времени решить вопросы с документами. В TikTok уже заявили, что сокращения связаны с переходом на новые технологии и автоматизацию. Профсоюз Верди при этом предупреждает, уменьшение числа сотрудников может осложнить контроль за безопасностью контента. А дальше еще интереснее. В Китае зафиксировано неожиданное снижение экспорта. 6 месяцев подряд роста сменились падением. В октябре объем китайского вывоза товаров сократился на 1,1% по сравнению с прошлым годом. При этом импорт вырос на 1%, сообщили таможенные органы КНР. Факты говорят, еще в сентябре экспорт демонстрировал укрепление, рост тогда достигал, я вам рассказывал, 8,3%. Аналитики объясняют этот неожиданный спад эффектом базы сравнения, то есть за счет рекордных показателей годом ранее, и осторожными партиями предприятий, которые заранее перенесли некоторые свои поставки, стараясь избежать новых пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки. Эксперты также отмечают торговые разногласия. Соединенные Штаты Америки и Китай продолжают переговоры, и Вашингтон пообещал сократить тарифы на ряд китайских товаров. Однако снижение пошлин пока не обеспечило тот стабильный рост внешней торговли Китая. Вывод остается таким. Китайская экспортная экономика, которая еще недавно демонстрировала устойчивый рост, сейчас развивается медленнее. Это сигнал для всей мировой экономики, особенно для стран-партнеров Китая, зависимых от китайских поставок, и для инвесторов, настроенных на глобальный рост. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.